кадры из Одессы. В результате обстрелов здесь пострадал один человек. Также в выпуске сразу 3 пожара во Владикавказе. В Сочи пойман полицейский поджигатель, а актер Михаил Ефремов готовится выйти на свободу. Эти и другие события в программе «Новости в воздух» на канале Ходорковский Лайв. Ставьте лайки. Владимир Путин и Дональд Трамп уже завтра попробуют заключить сделку. Президент США анонсировал телефонный разговор с российским диктатором. Во вторник я буду говорить с президентом Путиным. За выходные было проделано много работы. Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, сможем, может быть, нет. Но я думаю, что у нас очень хорошие шансы. Этой ночью вернулся в Соединенные Штаты и спецпосланник Белого дома Стив Уитков. На прошлой неделе он встречался в Москве с Путиным. Переговоры длились 4 часа. В интервью с CBS Уитков перечислил список вопросов, которые Трамп и Путин обсудят завтра в первую очередь. Есть регионы, на которых, как мы знаем, сосредоточены русские. Есть вопрос ядерного реактора, который поставляет довольно много электроэнергии в Украину. С этим нужно разобраться. А также вопрос доступа к портам и возможное соглашение по Черному морю. Накануне переговоров британское издание Independent со ссылкой на источники в Киеве обозначило красные линии для Украины. Это отказ от дополнительных территориальных уступок и возвращение тысяч украинских детей, вывезенных в Россию. Как утверждает газета, Киев смирился с тем, что в рамках перемирия нынешняя линия фронта может быть заморожена, а часть украинских территорий останется под российской оккупацией. Но уступка дополнительных территорий неприемлема. Параллельно с подготовкой к новым переговорам с Путиным США уведомили Европу о выходе из международной группы по расследованию преступлений России в Украине. Об этом пишет издание New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Тем временем обстрелы Украины продолжаются. Россия в ночь на понедельник атаковала страну 174 дронами. 90 из них удалось сбить, 70 не достигли цели. Об этом заявили воздушные силы ВСУ. В результате атаки пострадали несколько регионов страны. В пригороде Одессы пострадал 1 человек. Об атаке дронов на регион рассказал глава местной военной администрации Олег Кипер. Он также сообщил, что повреждены детский сад, частный дом и магазин. В Чугуевском районе Харьковской области после падения беспилотника начался пожар на предприятии. Огонь охватил более 1000 квадратных метров. Об этом написал у себя в телеграм-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов. В Днепропетровской области в результате обстрела повреждена инфраструктура в 2 районах. Есть перебои с энергоснабжением. Также в нескольких районах повреждены частные дома, хозпостройки, гараж и пожарная машина, однако обошлось без погибших и пострадавших. Также под обстрел попал Киев и область. В Белоцерковском районе повреждена квартира в многоквартирном доме, а также хозпостройки. Впрочем, никто не пострадал. ВСУ, в свою очередь, накануне вечером атаковали Курскую область. На видео попал момент сбития одного из дронов. Всего, по словам в Рио губернатора области Александра Хинштейна, воскресным вечером было уничтожено 27 дронов. Ночью удары продолжились. В российском Минобороны сообщили, что всего были перехвачены и уничтожены 22 беспилотника над 6 регионами. В Астраханской области поврежден объект топливно-энергетического комплекса. 1 человек пострадал, сейчас он в больнице. Об этом у себя в телеграм-канале написал губернатор Игорь Бабушкин. Что за объект, он не уточнил, однако местные жители пишут в соцсетях, что атакован был один из крупнейших в России газоперерабатывающих заводов «Газпрома». Косвенно эту же информацию подтверждает агентство ТАСС, которое пишет, что воздух на границе санитарно-защитной зоны газоперерабатывающего завода взяли на лабораторные исследования после атаки дронов. Он же уже становился целью украинских беспилотников в начале февраля. После этого завод остановил выпуск топлива. Агентство Рейтер писало, что на ремонт уйдет не менее 3 месяцев. Курс доллара упал до 83 рублей. Так дешево не было с июня прошлого года. Рубль стабильно укрепляется, начиная с февраля. Напомню, по состоянию на 1 января этого года курс составлял 113 рублей за доллар. Эксперты полагают, что российские власти не допустят падения доллара ниже 80 рублей. Они считают, что укрепление рубля бюджету невыгодно, так как снижение доллара всего на рубль приводит к потере около 113 миллиардов нефтегазовых доходов. Опытный образец самолета «Сухой Суперджет» впервые поднялся в воздух с российскими двигателями. Испытания
Испытания прошли в Комсомольске-на-Амуре. Полет лайнера продлился около 40 минут. Самолет набрал скорость 500 км в час и поднялся на высоту 3000 метров. Работу по замене французского оборудования на родные двигатели начали еще 7 лет назад. Только в прошлом году российские авиакомпании вывели из эксплуатации 58 самолетов по причине невозможности обслуживать их из-за санкций. До 59 человек выросло число жертв пожара в ночном клубе «Пульс» в македонском Кочине. В том числе среди погибших есть дети до 16 лет. Об этом пишет Associated Press. Еще более 150 человек пострадали. Состояние 20 из них оценивается как тяжелое. ТАСС со ссылкой на сербские СМИ сообщает, что 12 пострадавших доставлены для лечения в Белград. Всего в момент пожара в клубе находилось около 1500 человек, хотя помещение может вместить только 250. По словам очевидцев, люди пытались выбраться через туалетные помещения, но на окнах были решетки, а единственный аварийный выход был заблокирован. В МВД Северной Македонии сообщили, что причиной пожара стало использование пиротехники. Из-за этого загорелась крыша здания. Арестованы около 20 человек, в том числе правительственные чиновники. В стране объявлен 7-дневный траур. В российском Владикавказе сегодня сразу 3 пожара. Прямо сейчас горит военная поликлиника. Причина возгорания пока неизвестна. Региональная МЧС о пожаре не сообщает. Вместе с тем во владикавказских пабликах появляются также видео другого мощного пожара в нескольких километрах от поликлиники. Официальных подтверждений, что горит и связаны ли эти пожары, пока нет. О, видишь, медицина катастроф поехала. Какая медицина катастрофа? Стопудово сейчас что-то взорвется. Мама, смотри, там горит вон все. Это что Там горит-то? огонь. Там прям огонь. Ранее сегодня в местных пабликах также публиковали видео из Северокавказского горно-металлургического института. Здесь загорелся один из кабинетов. По словам очевидцев, был слышен звук, похожий на взрыв. В местном МЧС сообщили, что этот пожар уже потушен. Однако о его причине ничего не сообщили. В Сочи тем временем пойман полицейский поджигатель. Как пишет «База», старшего следователя полиции подозревают в уничтожении машины сводного брата. Они не поделили наследство умершего отца. Третью БМВ своего родственника полицейский по имени Автандил Антипенко уничтожил прямо на парковке у дома в центре Сочи. До этого он же пытался натравить на сводного брата коллег-правоохранителей и всячески ему угрожал. На Антипенко возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества. Старший следователь арестован на 18 суток. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили приговорен еще к 4,5 годам тюрьмы. Теперь его общий срок составляет уже 12,5 лет. На этот раз Саакашвили признали виновным в незаконном пересечении границы. С учетом предыдущих приговоров политик останется в заключении до 1 апреля 1934 года. В последний раз срок содержания под стражей ему увеличивали всего неделю назад. Тогда он получил дополнительные 9 лет за растрату бюджетных средств. Бывший президент и лидер оппозиции нынешнему грузинскому режиму вернулся в страну в грузовом трейлере с молочной продукцией, который прибыл на корабле из украинского Черноморска в порт Поти. Саакашвили был задержан 1 октября 2021 года и с тех пор находится в заключении. Сам он называет преследование политической местью. Актер Михаил Ефремов же готовится выйти на свободу. Близкий к силовикам телеграм-канал «Шот» публикует аудиозапись его разговора со знакомым, которого Ефремов поздравляет с днем рождения. Гамаджова, Геннадий, с днем рождения тебя поздравляю я. Жди нас, скоро мы все выйдем и устроим чудовищную движуху по всей Белгородской области. 24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области, именно там актер отбывает наказание в колонии общего режима, рассмотрит его прошение об УДО. Половина срока по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце истекла еще в прошлом году. Сама авария произошла в июне 20-го. Окончательный вердикт суда – 7,5 лет тюрьмы. В прошлом месяце стало известно, что в колонию к Ефремову уже ездят режиссеры на пробы, а график артиста расписан с учетом его скорого выхода на свободу вплоть до конца 2026 года. Депутаты тарусы просят тарусянок чаще надевать мини-юбки в солнечные дни для повышения демографии России. С таким призывом обратился к девушкам депутат Горсобрания Тарусы от партии ЛДПР Евгений Руденко у себя на странице во ВКонтакте. В комментариях пользователи осудили ЛДПРовца, а тот обозвал всех недовольных гомосексуалами, потому что, цитата, «только геям не нравятся девушки в мини-юбках». Впрочем, прорывные предложения Руденко осудили даже коллеги-чиновники. Председательница комиссии Гордумы по делам семьи и молодежи Лидия Стародубцева заявила изданию «Подъем», что демографические проблемы нужно решать другими способами. И более того, цитата, «не очень красиво выступать от имени депутатов, не спросив у них на это разрешения».
И это все новости, о которых я хотела вам рассказать. Друзья, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал, смотрите другие видео и обязательно тоже ставьте лайки. Так вы помогаете нам распространять наш контент. Ну и, конечно, берегите себя и всего вам хорошего.